Как выйти за пределы одного бокса пентатоники или любого другого лада? Есть ли какие-то лайфхаки или нужно просто запомнить соседние боксы от основного? Такой вопрос мне задала подписчица, понятия не имею, зачем ей эта информация, но раз народ интересуется, постараюсь ответить. Всем привет, меня зовут Виталий Махатый, я занимаюсь музыкой и в частности гитарой с 7 лет, преподаю, сочиняю, аранжирую, участвую в различных коллективах. В последнее время часто публикую видео на данном канале, поэтому советую подписаться, не пожалеешь. И перейдем к теме видео. Хочу заметить, что на тему пентатоники, боксов и как во всем этом разобраться, хватает информации даже в русскоязычном сегменте YouTube. Я вчера роликов 5 посмотрел, и по ним вполне себе можно разобраться в теме. Мои мысли по данному вопросу такие. Выбор нот на грифе – это сугубо индивидуальная вещь и часто зависит от образа мысли того или иного человека. Поэтому покажу свой подход, то, как я воспринимаю гриф гитары. Конечно же, для освоения пентатоники, и это справедливо для любого другого лада, неплохой отправной точкой будет изучение основных боксов лада. В случае с пентатоникой их всего 5, поэтому задача довольно простая. Думаю, на освоение данного вопроса с нуля у вас уйдет от 2 недель до месяца, не больше. Выучить данные боксы, научиться мешать их в различных комбинациях, первый со вторым, второй с третьим, третий со вторым и в любых других, которые вам придут в голову. Потом научиться играть от 6-й струны к 1-й и от 1-й к 6-й. Это действительно хороший залог для того, чтобы познакомиться с ладом. Но в таком подходе есть небольшой нюанс, по крайней мере для меня. Ты хорошо запоминаешь аппликатуру лада, а звуковое впечатление от него как бы отодвигается на второй план. Для того, чтобы компенсировать данный недостаток, есть хороший способ пропевать все то, что вы играете на грифе. Для этого не обязательно обладать вокальными способностями, не обязательно даже называть эти ноты, можно просто что-то там себе мычать под нос. И это будет хорошо работать. Далее. Воспринимайте лад, над которым вы работаете, не только по вертикали, но и по горизонтали грифа. Таким образом, мы лучше видим и ощущаем соотношение интервалов, из которых состоит лад. В пентатонике, да, мы видим, что здесь первый интервал 1,5 тона, второй интервал тон, третий тоже тон, четвертый 1,5. И вот это чередование больших, меньших тонов очень хорошо воспринимается нашим ухом. На горизонтальной отработке лада очень легко услышать и почувствовать вот это взаимодействие больших интервалов и меньших интервалов. Неплохо было бы для начала, для звуковых впечатлений, выбрать какую-то мелодию, которая построена на том ладу, в котором вы хотите работать. Вот, к примеру, такая мелодия. Данная мелодия полностью проходит по звукоряду минорной пентатоники вверх. Возвращается немножко не точно, но мы можем это исправить и сделать полностью точный возврат по звукоряду. Проигрывание выбранной вами мелодии в различных частях грифа, в различных октавах, в различных аппликатурах очень поможет в том, чтобы предслышать лад, предслышать ноты на грифе. Теперь к теме перехода между боксами пентатоники. Научитесь играть пентатонику на каждой струне по отдельности. Далее перемещаемся между боксами, играя пентатонику на какой-нибудь паре струн. Первая, вторая, третья и так далее.
Вот такая нехитрая логика перехода между боксами. Вы должны знать их по отдельности, вы должны знать, как звучит лад, а вы должны уметь этот лад играть на одной струне, на 2 струнах, на 3 струнах и так далее. И тогда у вас не будет возникать сложностей в переходе из одного бокса в какую-то другую позицию. На самом деле вы даже не будете об этом задумываться, это будет происходить на автомате. И это будет происходить не только за счет того, что вы забили себе аппликатуры в пальцы, а за счет того, что ваш внутренний слух научится предслышать ноты на грифе, и вы как бы будете точно понимать, какая нота будет на грифе звучать следующая. Также можете взять такую идею для упражнения на переход из бокса в бокс. Например, не играть в одном боксе более 2, более 3, более 4 нот. Вот, например, я буду играть сейчас не более 3 нот в боксе. Или, например, не более 4. Надеюсь, данное видео было полезным и вдохновит вас на поиск своих переходов из бокса в бокс. Не забудь подписаться, ставим лайк. Пока.